В этом видео мы рассмотрим возможности для учета рельефа при плотностном и магнитном моделировании в GravMAC Inv 2D, а также опции для решения прямой и обратной задачи гравиразведки и магниторазведки на произвольной поверхности. Напомню, что ранее мы рассматривали также возможности для моделирования на горизонтальной поверхности, то есть наблюденное поле задавалось на некоторой постоянной высоте, и прямая задача тоже решалась на постоянной высоте. И в этом видео мы рассмотрим, каким образом можно задать разные высоты для разных точек на профиле при решении прямой и обратной задачи. Начнем с создания пустого проекта и импорта всей необходимой информации. Загрузим наблюденные поля, они в дальнейшем понадобятся для решения обратной задачи. При импорте магнитного поля пока оставим параметры нормального поля по умолчанию. Ну и также помимо наблюденных полей нам понадобится рельеф. Его мы импортируем из файла следующей структуры. Первая строка заголовочная, далее идут расстояния по профилю и отметки рельефа. Обратите внимание, что здесь у нас отметки рельефа указаны в высотах над уровнем моря, но в GravMAC Inv 2D вертикальная ось направлена вниз, и, соответственно, значениям выше нуля должны соответствовать отрицательные отметки, а здесь у нас положительные. Поэтому, когда мы импортируем такой файл рельефа, то он у нас будет перевернутый. Давайте попробуем его импортировать. Выставим размеры окна так, чтобы его было видно. Да, действительно, мы видим, что все зеленые точки находятся ниже нуля, но все-таки в файле предполагалось, что заданы высоты над уровнем моря, поэтому картина должна быть перевернутой. Это можно сделать либо указанием знаков минус перед каждой отметкой рельефа в файле, либо просто можно нажать правой кнопкой мыши на рельеф в дереве проекта и выбрать пункт «Инвертировать». И теперь мы видим, что рельеф развернулся и соответствует тому, что мы ожидали. Раз уж зашла речь о рельефе, хотелось бы отметить следующий момент. Ранее в GravMAC Inv 2D рельеф можно было также использовать как поверхность, на которой задается наблюденное поле, ну и на которой, соответственно, решается прямая задача. Но поскольку поверхность, на которой делается съемка, не обязательно совпадает с рельефом, то есть она может быть не горизонтальной, но при этом не совпадать с рельефом. Например, в случае авиационной съемки с обтеканием рельефа. У нас и поверхность с рельефом не совпадает, но при этом не является горизонтальной. Поэтому для того, чтобы разделить рельеф и точки, в которых нужно решать прямую задачу и задавать наблюденное поле при инверсии, в GravMAC Inv 2D был добавлен такой объект, как точки наблюдения. И теперь рельеф используется только для обрезки сеточных моделей, а точки наблюдения используются для того, чтобы задавать высоты точек, в которых нужно решать прямую задачу, а также высоты точек, в которых задано наблюденное поле. Такие изменения произошли с версии 2023.031. То есть до этой версии можно было в качестве поверхности расчета задавать рельеф, но, как мы сейчас видим, у нас, несмотря на то, что рельеф проект загружен, мы все равно можем выбрать поверхность расчета только константу, как для гравитационного поля, так и для магнитного. Все потому, что точки наблюдения мы с вами еще не загрузили. Такие произошли изменения. Ну и давайте вернемся к нашей модели. И первое, что мы хотели бы рассмотреть, это, в принципе, возможности для учета рельефа в модели. И давайте пока попробуем решать прямую обратную задачу на горизонтальной поверхности, а потом уже, когда мы рассмотрим особенности работы с рельефом, уже перейдем к моделированию на произвольной поверхности. Начнем мы с блочного моделирования, и тогда давайте импортируем блочную модель. Импортируем ее из файла с границами, и будем в данном примере использовать три границы. Причем одна из этих трех границ это будет непосредственно рельеф. В этом файле мы для каждой границы задаем два столбца, расстояние по профилю и глубина границы. Ну и поэтому мы теперь уже для рельефа задаем отрицательные отметки, чтобы он импортировался корректно в соответствии с остальными границами. И давайте такой файл импортируем. Выбираем блоки в дереве проекта и выбираем пункт «Импорт горизонтов». Не будем интерполировать границы, пусть они импортируются с тем шагом, с которым они заданы в файле, и пусть максимальная вертикальная отметка будет 15 тысяч метров. Наша модель импортировалась,
В данный момент мне немного мешает черная линия, которая пересекает блочную модель. Эта черная линия, она задает отметки, на которых задано поле и на которых будет решаться прямая задача. А, Для начала мы будем решать прямую задачу на горизонтали, и давайте сразу зададим необходимую высоту расчета. Пусть, например, поле будет задано на 2000 метрах выше нуля, как гравитационное поле, так и магнитное. Обратите внимание, что здесь мы минус не указывали, потому что здесь мы указываем высоту расчета, то есть насколько точки выше нуля, поэтому здесь минус не нужен. Вернемся к нашей модели, и мы можем также обратить внимание, что после импорта у нас появились действительно какие-то границы, но кроме того, у нас выше рельефа появился блок, у которого верхняя граница горизонтальная. Программа всегда автоматически выше первой границы тоже создает блок с горизонтальной верхней кромкой, но поскольку в текущей модели у нас выше рельефа ничего не должно быть, то мы этот блок выделяем левой кнопкой мыши и нажимаем клавишу Delete. Чтобы его удалить, нам этот блок не нужен. Теперь давайте подготовим нашу блочную модель для решения прямой задачи. Укажем ей некоторые стартовые значения плотности и намагниченности. Это можно делать через дерево проекта, через свойства блоков. Лично мне удобнее это делать через таблицу. Укажем плотности. Пусть у верхнего блока плотность будет 2,3 грамм на сантиметр в кубе, у следующего 2,4, у последнего 2,5. Намагниченности пусть у верхнего и нижнего блока будут нулевые, у центрального она будет не нулевой. Ну и также давайте для наглядности блоки раскрасим, например, по плотности, чтобы они выглядели как-то более интересно. Итак, теперь наша модель готова для решения прямой задачи. Ну и давайте попробуем решить прямую задачу для блочной модели. Решим прямую задачу гравиразведки и прямую задачу магниторазведки. Для магниторазведки у нас рассчитываются не только компоненты ΔT, но еще и ΔX, ΔZ. Но давайте мы ΔX и ΔZ отключим, потому что у нас наблюденное поле есть только для ΔT. На что сейчас хотелось бы обратить внимание? Хотелось бы обратить внимание, что гравитационное поле достаточно сильно похоже на рельеф. То есть мы можем увидеть, что в центральной части профиля у нас происходит понижение отметок рельефа, и мы такой же эффект наблюдаем и в гравитационном поле. С чем же это связано? А связано это с тем, что мы сейчас работаем с абсолютными значениями плотности. И на границе между рельефом и, ну, назовем это воздухом, у нас имеется очень большой контраст плотности. То есть у нас ниже рельефа плотность 2,3 грамма на сантиметр в кубе, а выше рельефа 0. Соответственно, у нас достаточно большой контраст плотности, причем он находится недалеко от поверхности, где мы прямую задачу решаем. И поэтому мы видим аномалии, связанные непосредственно с рельефом. Но обычно при интерпретации все-таки используются аномалии в редукции Буге с введенными поправками за плоскопараллельный слой или за топографию. И в нашем наблюденном поле этот эффект убран. То есть мы убрали эффект от рельефа с плотностью 2,3 грамма на сантиметр в кубе. Конечно, могли быть еще в верхней части разреза неоднородности, которые отличаются по плотности от той плотности, которая использовалась для ввода поправок. Но тем не менее, в наблюденном поле мы убрали рельеф с плотностью 2,3 грамма на сантиметр в кубе, а в рассчитанном поле у нас этот эффект остается. И что же в таком случае делать? Есть два варианта решения данной проблемы. Во-первых, мы можем работать в избыточных плотностях, то есть просто мы можем взять и указать каждому блоку плотность на 2,3 грамма на сантиметр в кубе меньше, чем мы сейчас указали. То есть указать 0, 0,1 и 0,2. И теперь, если мы пересчитаем прямую задачу гравиразведки, то мы увидим, что у нас поле, наоборот, не похоже на рельеф, но оно, скажем так, противоположно рельефу. Там, где у нас и происходит понижение рельефа, у нас происходит увеличение аномалий силы тяжести. Но это увеличение, оно уже связано непосредственно вот с этим объектом на глубинах порядка 7,5 километров. То есть здесь у нас происходит поднятие в нижнем слое, здесь у нас происходит увеличение плотности. Объект достаточно большой, поэтому он создает крупную положительную аномалию.
Но что же делать, если мы все-таки хотим при моделировании ориентироваться на абсолютные значения плотности, но при этом убирать гравитационный эффект рельефа? Для этого мы можем зайти в настройки и найти в настройках вычисления такой пункт, как фоновая плотность. Здесь мы с вами можем указать значение плотности, которое использовалось при расчете аномалий силы тяжести в редукции Буге, и именно это значение плотности будет вычитаться из всех блоков при решении прямой задачи. Ну и аналогично, если мы будем с вами работать с сеточными моделями, а мы далее также с ними поработаем, указанное значение плотности будет вычитаться из значений плотности для всех ячеек. Итак, мы указали фоновую плотность, мы можем проверить в таблице, что у нас теперь плотности абсолютные. И если мы пересчитаем прямую задачу, то мы увидим, что у нас поле никак не изменилось. То есть мы остались в абсолютных значениях плотности, но при этом убрали эффект от рельефа. Для магниторазведки никаких фоновых значений мы не указываем, поскольку обычно в наблюденные магнитные поля не вводятся никакие поправки, связанные с конфигурацией рельефа. Поэтому такая опция используется именно для данных гравиразведки. Итак, мы рассмотрели, каким образом мы можем учитывать рельеф при блочном моделировании. То есть все достаточно просто. Мы задали верхний блок блок, у которого верхняя граница – это рельеф, и дальше делали все те же самые шаги, что и мы делали, когда работали с блочными моделями с верхней горизонтальной границей. Давайте теперь посмотрим, как же учитывать рельеф при построении сеточных моделей. И для начала мы сконвертируем нашу блочную модель в сеточную. То есть вам не обязательно начинать с блочных моделей. То есть если вы хотите сразу работать с сеточными моделями, вы просто можете создать сеточную модель, минуя работу с блочными моделями. Но сейчас мы сконвертируем нашу блочную модель в грид. Укажем параметры горизонтального разбиения. Здесь важно указывать параметры разбиения по горизонтали такие же, как у рельефа. В нашем случае рельеф задан от 0 до 6 миллионов 25, точнее, 602 500 метров с шагом 2,5 километра. И мы ровно такие же параметры разбиения указываем и для нашей сеточной модели. Ну и по вертикали рекомендуется указывать значение верхней отметки модели с запасом, чтобы она была выше рельефа. Например, мы можем указать минус 900. Нижнюю отметку указываем в соответствии с максимальной глубиной модели. Ну, точнее, не максимальной глубиной, а максимальной нижней координатой. И шаг можем указать, какой нам нравится, например, 25 метров. Все ячейки, которые будут полностью выше рельефа, они будут исключены из модели. Ячейки, которые рельеф пересекают или находятся непосредственно на рельефе, будут учитываться. В программе немножко по-разному, по крайней мере в текущей версии программы, немножко по-разному реализована дискретизация модели вблизи рельефа, но с этим моментом можно более подробно ознакомиться в инструкции к программе. А сейчас давайте создадим сеточную модель. Мы видим, что она у нас появилась. И мы видим, что она сразу обрезана по рельефу. В зависимости от версии такая опция может быть по умолчанию отключена, и как в случае чего включить или отключить обрезку по рельефу. Мы можем зайти во вкладку «Рельеф», найти здесь пункт «Настройки», и здесь есть такой параметр, как обрезать грид. Если галочка стоит, то рельеф грид обрезает, если она не стоит, то рельеф не обрезает грид, и мы видим, что у нас на самом деле имеются ячейки с нулевой плотностью и с нулевой намагниченностью выше рельефа. Ну, давайте вернем обрезку модели по рельефу. И я, кстати, здесь отмечу, что только сейчас мы хоть как-то начали использовать рельеф. То есть до этого, когда мы работали с блочными моделями, сам по себе рельеф мы никак не использовали. То есть рельеф был заложен в верхнем блоке, а сам объект рельефа в проекте, он для блочных моделей, в принципе, никак не используется. Итак, вернемся к нашим сеточным моделям. Мы их создали, они обрезаны по рельефу. И теперь мы можем решить прямую задачу гравиразведки для нашей сеточной модели. Ну и увидим, что поле вообще никак не поменялось. И то же самое для магниторазведки. Тоже видим, что поле, в принципе, совпадает с
полем блочной модели. То есть пересчет не приводит к каким-то существенным изменениям рассчитанных полей. Так, ну и теперь, после того, как мы научились обрезать блочные и сеточные модели по рельефу, мы можем перейти к такому моменту, как решение прямой и обратной задачи на произвольной поверхности. Напомню, что до текущего момента мы прямую задачу решали на отметках 2000 метров выше нуля. А что же делать, если мы хотим решать прямую задачу на рельефе или на некоторой произвольной поверхности? Если мы хотим задать высоты точек расчета и точек наблюдения, отличающиеся от константы, то мы можем использовать такой объект, как точки наблюдения. Точки наблюдения необходимо загружать высоты тех точек, на которых мы хотим решать прямую задачу. И давайте представим, что мы хотим решать прямую задачу гравиразведки на непосредственно отметках рельефа. То есть будем считать, что мы работаем с наземными данными и хотим решать прямую обратную задачу на рельефе. Тогда все, что нам нужно сделать, это загрузить также рельеф как точки наблюдения. Мы нажимаем на точки наблюдения гравиразведка, выбираем пункт открытия, выбираем рельеф. У нас появился набор точек, который рисуется черным цветом. Его не очень хорошо видно на фоне темно-синего, поэтому давайте их перекрасим. Также можно отключать визуализацию точек наблюдения, чтобы они не мешали. То есть, например, если мы не хотим видеть черную горизонтальную линию, когда у нас постоянные высоты наблюдения, то мы можем просто ее отключить. Итак, мы импортировали точки наблюдения для гравиразведки, но мы видим, что они снова инвертированы, то есть они находятся ниже нуля, а вообще-то должны быть выше. Но точки наблюдения, так же как и рельеф, можно инвертировать. И теперь давайте также загрузим точки наблюдения для магниторазведки. Они, в принципе, могут совпадать с гравиразведкой, могут не совпадать. И сейчас мы работаем с наземными данными, но давайте попробуем учесть тот момент, что магнитометр обычно находится все-таки не у поверхности Земли при наземной съемке, а находится на некоторой высоте, выше поверхности Земли. Будем считать, что в рамках текущей съемки у нас магнитометр все время находился на 2 метра выше поверхности Земли и просто импортируем вот такой файл, в котором, по сути, ко всем отметкам рельефа просто было прибавлено 2 метра. Учет высоты магнитометра бывает достаточно важным моментом, особенно если у вас в верхней части разреза имеются магнитные объекты. Давайте импортируем отметки для точек наблюдения магниторазведки. Опять же, инвертируем, ну и можем снова перекрасить в какой-нибудь более яркий цвет, чтобы их было лучше видно. Ну, если мы сильно приблизимся, то мы увидим, что вот они треугольники, они находятся выше, чем рельеф. То есть вот верхняя точка – это, собственно, высоты для магниторазведки, нижние точки, там нарисован и рельеф, и точки наблюдения для гравиразведки. То есть действительно они не совпадают сейчас. Теперь, после того, как мы загрузили точки наблюдения, мы можем увидеть, что внизу в программе подписано, что высоты для гравитационного и для магнитного поля равны треугольнику, иконке для точек наблюдения. И мы всегда можем поменять поверхность расчета в настройках. То есть здесь можно выбрать либо точки наблюдения, либо константы. В одном из предыдущих видео, когда мы рассматривали фильтры и трансформации, также упоминалось, что в GraphMacInf 2D можно сделать пересчет с произвольной поверхности на горизонтальную, или с горизонтальной на произвольную, или с произвольной на произвольную. Собственно, это как раз можно сделать путем подбора модели под поле, заданное на нужной вам поверхности, а потом просто вы можете заменить поверхность расчета и пересчитать поле на другую поверхность. Ну и мы чуть позже тогда этот момент попробуем рассмотреть. Итак, сейчас у нас поверхность расчета задана, и если мы решим прямую задачу для блочных или сеточных моделей, то мы уже будем решать прямую задачу непосредственно на этой поверхности. Давайте попробуем пересчитать прямую задачу для сеточных моделей. Мы видим, что потребовалось некоторое время для того, чтобы это сделать. И то же самое сделали для магниторазведки, поле чуть-чуть поменялось. Ну и аналогично можно пересчитать прямую задачу для блочных моделей и увидеть, что также поле немножко меняется. Ну, сейчас, после того, как мы пересчитали поле для
блочных моделей, то есть можем даже на магнитную разведку сейчас еще раз посмотреть, рассчитываем прямую задачу для блочной модели, рассчитываем прямую задачу для сеточной модели и видим, что поле немножечко поменялось. Связано это с тем, что у нас связано это с тем, что у нас дискретизация модели достаточно грубая, то есть у нас достаточно большой размер ячейки, но мы даже ступеньки видим, даже при достаточно большом удалении, то есть для блочной и для сеточной модели поля отличаются тем, что вот для сеточной модели оно такое немножко со ступеньками, это связано с грубой сеткой модели. То есть если бы мы при создании сеточной модели сделали бы ее более детальной, то мы получали бы все больше и больше похожие поля для блочной сеточной модели. В общем, сейчас мы решили прямую задачу для блочных и для сеточных моделей на точках наблюдения, на произвольной поверхности. И теперь давайте перейдем к решению обратной задачи. Что касается решения обратной задачи, то здесь у нас доступны все те же самые опции, что и при решении обратной задачи на горизонтальной поверхности. То есть вы также можете выбирать параметры инверсии, можете учитывать априорные данные, накладывать определенные ограничения на подбираемую модель. С этой точки зрения в моделировании на произвольной поверхности ничего не меняется. То есть, поэтому рекомендую ознакомиться с видео, касающимся блочного и сеточного моделирования. Там, собственно, все эти особенности рассмотрены. Давайте сейчас попробуем запустить процесс решения обратной задачи. Ну, можем использовать нашу блочную модель и для сеточной модели. Зайдем снова в таблицу и зафиксируем блоки. Будем, например, делать подбор только в центральном блоке. Это, в принципе, не обязательно, вы можете делать подбор по всей модели, но сейчас ради примера попробуем сделать подбор именно в центральном блоке. Ну или, например, наоборот, можно сделать подбор только в верхней части разреза. И давайте запустим решение обратной задачи. Начнем с грави-разведки. Как и при моделировании на горизонтальной поверхности появляется окно с параметрами инверсии. На параметрах инверсии я сейчас акцентировать внимание не буду, они были рассмотрены в предыдущих видео, поэтому просто запустим процесс решения обратной задачи. И мы можем заметить, что требуется некоторое время для решения обратной задачи. И, собственно, хотелось бы здесь упомянуть момент, что решение прямой и обратной задачи на точках наблюдения обычно требует больше времени, чем решение прямой и обратной задачи на горизонтальной поверхности. Связано это с некоторыми алгоритмическими особенностями, и если вы сталкиваетесь с ситуацией, когда решение прямой и обратной задачи длится слишком большое количество времени, то вы можете ускорить процесс вычислений с помощью многопоточных вычислений, то есть вы можете использовать, например, не один поток центрального процессора, а большее количество. Например, сейчас я могу выставить 4 потока, и это поможет ускорить вычисление. И кроме того, если вы работаете с расширенной версией программы, и если в вашем компьютере имеется видеокарта, которая соответствует требованиям, требования указаны в инструкции к программе, то вы можете выбрать видеокарту и делать вычисления на ней. Тогда все будет значительно быстрее. Ну, мы видим, что у нас уже несколько итераций прошло. В принципе, у нас уже невязка между наблюденным и рассчитанным полем очень маленькая, и мы процесс инверсии можем остановить. Аналогично мы можем запустить процесс подбора магнитной модели. Опять же, не будем ничего менять в параметрах инверсии и просто запустим вычисление и подождем, когда наша магнитная модель подберется. Так, ну вот у нас одна итерация прошла, в верхнем слое появились объекты. Мы видим, что невязка между наблюденным и рассчитанным полем уменьшилась. После второй итерации у нас невязка еще сильнее уменьшилась. Ну и так далее. Мы можем продолжить ждать до тех пор, пока не достигнем требуемой невязки.
либо пока не получим такие объекты, такие неоднородности, которые мы бы хотели получить. Ну и последнее, что хотелось бы упомянуть, об этом также упоминалось ранее. Мы сейчас подобрали плотностную и магнитную модель по полю, заданному на рельефе. Ну, получается, гравитационное поле непосредственно на поверхности рельефа задано, а магнитное поле задано на 2 метра выше рельефа. И теперь для этой модели мы можем пересчитать поле на любую высоту или любую поверхность, которую захотим, если нам это нужно. Например, мы сейчас можем выставить в настройках вычислений постоянную высоту и, допустим, пересчитать гравитационное магнитное поле на высоту 20 тысяч метров. То есть мы выставляем эти высоты и нажимаем решение прямой задачи грави-разведки. И видим, что у нас поле поменялось, теперь оно на другой высоте находится. То же самое для магниторазведки. Пересчитали, оно получилось более гладким, мы поле пересчитали вверх. Таким образом, мы можем пересчитывать поле вверх и вниз между произвольными поверхностями. Также мы могли бы загрузить новые точки наблюдения и рассчитать поля на новых точках. Но сейчас, если мы вернем как было, вернем точки наблюдения, то мы снова увидим, что у нас рассчитанные поля вернутся к тому состоянию, которое было после решения обратной задачи. Также в завершении еще раз хотел бы упомянуть, что все возможности для решения обратной задачи связаны с учетом априорных данных, с учетом регуляризатора, с различным наложением ограничений на модель, а также, в принципе, суть параметров, которые можно выбрать в окне, которое появляется после запуска обратной задачи. Всю эту информацию можно найти в видео, касающихся блочного и сеточного моделирования, которые были рассмотрены ранее.